Всем салют, ребята, вы находитесь на канале FIFA by Girl, и настало время, спустя 2,5 месяца, наверное, посмотреть на центральных полузащитников. Это ЦП, ЦОПники, ЦАПники, ЛП и ПП. Тут и оборона, ну и больше кто в оборону и кто в атаку. Всех ребяток посмотрим. Молодых талантов, естественно, потенциальных, у кого рейтинг 80+, прокручу некоторых, у кого там 77-79, ну, в общем, сейчас вы все сами увидите. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, кофеек, вкусняшки всякие, также берите с собой, и мы начинаем. Полетели! Так, ребята, Александрополус, это, напомню, что клуб может быть изменен, потому что пока всех изучишь, несколько сезонов карьеры прошло. Да, как это ни странно. Панатинаикос, наверное, так и есть. Но, в общем, это не важно. 20 лет. Нет, ему, наверное, лет 18. В общем, мы не смотрим возраст. Мы смотрим только потенциал, который у него был, есть. И спустя где-то 2 сезона мы смотрим, 1,5-2 сезона мы смотрим таланты и все прочее. Я думаю, они с самого начала есть. Итак, рост 183 сантиметра. Опорничек также на ЦП может сыграть. Разгон на ваших экранах все. Ну, тут неплохие статы по выносливости, разгону, скорость рывков и напору, но все же, ну, хотя для опорника, возможно, даже неплохо. Владение, длинные пасы короткий, сила удара, дальний удар, подкат. В принципе, ребятки, у него еще есть талант на искусственном интеллекте дальний удар. У него изначальный рейтинг 69, будет 82. 3600 стоит, но это плюс-минус, опять же, потому что не с первого сезона его изучала, ну, точнее, может быть, и с первого, но изучили, пока прошло время. Так что, ребята, да, здесь, наверное, уже год точно прошел сезончик. Ну, в общем, рассчитывайте на такую сумму, примерно. Опять же, если прибавляем год, прибавляем и небольшую сумму за него, но вы, если карьеру катаете, и вам какой-то нужен бестиар, либо на свободных агентах потом их найдете, обращайте внимание на этих товарищей. Расул Диаем, француз, 179 сантиметров, ну, для опорника маловатый рост, я вам честно скажу. 61,8 рейтинг у него, был 61, вырастет максимально до 80. Ну, вот посмотрите статы, я бы сказала, что ничего особенного, абсолютно, вообще ничего. Да. Так, вот у этого товарища, кстати, правая нога, да, и... Две звезда, ну, такое себе. Талантов нет никаких. 2 на финтах, 3 на слабой. Ну, такое. Однако же стоит он 1 200 000. Ну, короче, ребят, за лямчик, мне кажется, можете такого товарища взять себе. Может быть, на замену. Томас Хандель. Португалец. Рейтинг его 66 изначальный, но вырастет до 81. 108 сантиметра рост, средняя-средняя. Атака и защита, финты 2, слабая нога 3. Тоже, посмотрите, ну, только разгон, вот все такое, перехваты слабые. Но все это, опять же, можно подкачать. Никаких талантов. Движемся дальше. Алексис Бека-Бека. Бека-Бека, да, наверное, так, раз он француз. 178 сантиметров рост, высокий, но все же не 180 с лишним. Также может сыграть на ЦЗ, несмотря на свой низкий рост, да, для защитника, и на ЦП. Средние атаки, защита высокий. 2 на финтах, 3 на слабый. Тут все у нас не очень хорошо. Разгон. Вот тут уже все достаточно неплохо. Разгон, рывки, ловкость, баланс, выносливость. По перехватам такое себе. Ребята, талантов нет. 66 изначальный рейтинг, до 80 раскачается. Кефрен Тюрам, вы знаете, я просто его добавила, потому что он бестиар, чтобы вы, возможно, вдруг вы чего-то не знаете о нем. 192 сантиметра рост, изначально он, по-моему, в Ницце, 3,3, финты слабые, высокая, но очень даже неплохо. Крепкий игрок, мастер обводки на искусственном интеллекте, владение, дриблинг, игра головой, длинные короткие пасы, чтение в защите, отбор, подкат. Очень даже все неплохо. Здесь, посмотрите, все практически зелененькое. Кефрен у нас 75 изначально, 83 потом максимальный. Но, опять же, возраст у него чуть постарше, он этих ребят, но на годик. Но, я так думаю, год-два максимум. Но учтите, 14,5 миллионов где-то примерно его цена. 3,3, да, звезды. Жори Шотар.
Так, этот товарищ у нас также опорник, 179 сантиметра, 3 на финтах, 4 на слабый, средний и средняя атака и защита. Изначальный рейтинг его 73, но вырастает до 80. Ну, 73 это очень даже неплохо. Но опять же, наверное, он сразу будет дороговато стоить. Удар извне у него талант есть. Ну, посмотрите сами. Владение, дриблинг, длинный и короткий пас. Хотя вот здесь все довольно-таки неплохо. Разгон можете ему подкачать до 70 и плюс. Едем дальше. Ленар Харджес. Это парень из Нидерланд. 64 рейтинг изначальный, до 80 максимально прокачивается. 170 сантиметров рост. Финты 2 звезды, слабая нога 3. Средняя. Тут только короткий пас у него на зелененьком. Но разгон очень хороший для опорника, ловкость, баланс. Также на ЦП может сыграть. Ну, ребят, присмотритесь. Мне кажется, неплохой товарищ. Правда, рост невысокий, но что ж делать. На ЦП можно ставить. Переучить там, я думаю. Люка Гурна. Это у нас француз. 2 на финтах, 3 на слабый. Средняя уровень атаки и защиты, высокий уровень атаки. Средняя перевод такой забавный. 185 сантиметров. Так, Гурна у нас изначально 70 рейтинг, вырастает до 80. Посмотрите, неплохие статы, все желтенькое, близко уже к зеленому, в принципе. Ну вот выносливость хорошая, значит он не будет выдыхаться. Все остальное можно также подкачать без талантов, к сожалению, парень. Мотозо, бельгиец, франкоговорящий товарищ, 70 изначальный рейтинг, до 80 раскачивается, цопник ЦАП, 174 сантиметра, финты 2, слабая 3, но уровень атаки и защиты высокая. Посмотрите, крепыш такой, мне кажется. У него даже атлетизм вот видно, да, 74. Владение, дриблинг, длинный и короткий пас. Ну, в принципе, неплохо. Что у него хромает, точность штрафных, не так страшно. Ну, посмотрите, в принципе, крепкий парень, крепкий бельгиец. Стоит он 3 900. Кстати, возможно, я здесь забыла, сейчас прокручу. Гурна у нас стоит 400, но это минимум. Видите, тут можно 5 300, 7 800. Харджес 1 900 000. Шотар 4 800. Я вполне вероятно забыла вам показать ценники. Тюраму мы смотрели. Хави Серрано, не знаю как правильно. Испанец, пушистый такой товарищ. Цопник 175 сантиметров. Чистый цопник, чистый опорник. 2 на финтах, 3 на слабый. Средний уровень атаки, высокий защиты. Правая нога ведущая. У него есть талант подкаты на искусственном интеллекте. Изначально этот парень, 64 рейтинг, вырастает до 80. Все очень печально, на мой скромный взгляд. Но разгон, баланс и напор неплохой. Стоит 1 600 000. Я думаю, за 1 300 000 можно забирать. Джеймс Гарнер, подопечный Манчестера, который все по арендам да по арендам бегает. Посмотрите, 4 таланта, боже мой. У него изначальный рейтинг 69, но он прокачивается до 82. Так что, ребят, Манчестер его там и свободно может сделать агентом. 182 сантиметра, 3 на финтах, 3 на слабый, средняя, атака, защита. Крепкий игрок, подкаты ИИ, длинные пасы ИИ и дальний удар, искусственный интеллект также. Так что при симуляциях игр, я думаю, это все будет учитываться. Владение 71, длинные короткие пасы неплохие. Все остальное отбор, вот эту вот силу удара можно прокачать, естественно. Напор 71. В принципе, я думаю, очень даже неплохой молодой человек. 3700 его цена, ну, прикидывайте. Оливер Скип. Этот товарищ, конечно же, дороже. Он из Тоттенхэма. Он изначально имеет рейтинг 76, вырастает до 83, 178 сантиметра рост. 2 звезды на финтах, 3 на слабый, средний высокий уровень. Талантов нет. Владение, длинный короткий пас, чтение в защите, отбор, подкат. Здесь уже прям топчик, особо раскачивать не надо. Разгон и скорость такое себе. Баланс, выносливость, реакция, напор, собранность, перехваты. Ребятки, обратите внимание на этого янгстера. 14 миллионов, где-то 14,5, но я думаю начинать, хотя видите, 18, но начинайте с 14 в первом сезоне. Амаду Онана. Изначальный рейтинг 70, вырастает до 83. 195 сантиметров, это не только опорник и ЦПшник, мне кажется, можно и на защиту ставить иногда. 2 на финтах, 4 на слабый, средний уровень атаки и высокий уровень защиты. Правая рабочая нога. Анана у нас 70 был, 83 станет максимально. Подкаты и мастер обводки. Короткий пас и подкат у него 71, скорость рывков 74, разгон 68, сила 80. Ну, ребят, смотрите
сами. Стоит он 3200, ну, я думаю, где-то примерно за трешечку можно его урвать. Хотя это зависит все от игры. Марко Кана, бельгиец, изначальный рейтинг 66, потом 80 максимальный, 180 сантиметра рост, 2 звезды на финтах, 3 на слабый, атака средний уровень, защита высокий, талантов не имеет, правоногий, ну, про ногу я иногда забываю говорить, вы там сами стоп делайте, посмотрите. Владение, короткий пас, зелененькое, разгон, ловкость, баланс, прыжки, в принципе, неплохо. Ну и рывки, я думаю, подкачать можно. В принципе, неплохой товарищ, достаточно дешевый, 2700, но видите, его Париж приобрел, так что я думаю, где-то он в другом клубе играл, так что Париж знает, кого приобретать. Вот только вопрос, пройдут ли они дальше куда-нибудь с этим складом вообще, в принципе. Им кого не дай, дела у них на международной арене такое себе, но, может быть, во вселенной FIFA все не так. За 2 миллиона 400-300, вот так бы я торговалась. Так что едем дальше. Самек. Чех. Даниэль Самек. Опорник. ЦПшник также, 184 сантиметра. Рост, средний уровень атаки и средний уровень защиты. 2 на финтах, 4 на слабый, правоногий. Изначально у него рейтинг 70, вырастает до 81. Плеймейкер на искусственном интеллекте. Боже мой, посмотрите на эту. У него голова такая маленькая, а тело огромное. Он такой крепкий, точнее, парень. Такое, она огромная, да, ну как будто немножко несуразная, но это крепкий чувак. Я думаю, он вам прям будет выжигать в центре поля. Посмотрите, ну, очень хорошие статы. 72, 72, 73, 75, 77. Это владение, навесы, дриблинг, длинные и короткие пасы. Все остальное подкачивается. Разгон, ну, можно раскачать, но зато, смотри, выносливость, сила, реакция, собранность и видение поля. Этот парень достоин, я думаю, быть в вашем составе. Стоит данный молодой человек 3700, но я думаю, где-то за 3400 можно начинать с этой суммой торговаться, хотя нам тут пишут о 4, но это все бред. Альваро Бастида, испанец, 170 сантиметров, такой себе рост, конечно, опорник и ЦПшник. Уровень атаки средний, уровень защиты высокий, 2 на финтах, 3 на слабый. Талантов не имеет, тут что-то как-то все печально, отбор 72, баланс 80, ребят, ну, я бы не обращала внимания на этого парня, но у него 64 изначально, 81 потом, возможно, он раскачается в невероятного беста, конечно. 1 700 000 его цена, ну, примерно, наверное, 1 300 000, 1 400 000 можно начинать торги. Ромео Лавиа. 181 сантиметр рост, бельгиец, правоногий. Уровень атаки средний, защита высокий, 2 на финтах, 3 на слабый. Опять же, все это подкачивается и раскачивается. Изначально рейтинг 62, но видите, как он быстро качается в Сити, 64 у него уже. А 85 будет. Я думаю, это какой-то бестяра, ребят, правда. Ну, рост неплохой, талантов нет, но посмотри, все пока желтенькое. Вообще абсолютно. Но я думаю, это что-то, какой-то, знаете, гадкий утенок, такой скрытый талант, который бац, и потом раскроется во всей красе. Стоит этот юноша 1 800 000, я думаю, за 1 600 000 можно брать. Вот это неплохой вариант, ребят, мне кажется, обязательно надо такого вам приобретать. Переходим к правым полузащитникам. Амад Диалло. Юноша из Манчестер Юнайтед, 173 сантиметра, этот эвуариец имеет рост, левая нога, финты 3, но слабая 4, высокий уровень атаки, средней защиты. Изначально у него рейтинг 68, но вырастает до 85. Я вот в своей карьере его особо не использую, по арендам все, может, его даже продали, честно, даже не припомню. 3 600 000, ну, в общем, торгуйтесь от 3200, 3300, я думаю, так. Разгон, скорость рывков, ловкость, баланс и атакующая позиция, ребят, очень даже прекрасные статы. И за такую смешную цену, 3 с чем-то, ну, камон. Зрелищность и мастер обводки, владение, дриблинг, завершение, это все раскачивается и подкачивается. Арвин Апиа. Англичанин, 175 сантиметров. У него, посмотри, сколько талантов. Во-первых, финты 3, слабые 3. Высокий уровень атаки, средние защиты. Апиа 65 изначально был, 80 максимальная раскачка. Опять же, в FIFA, мне кажется, максимально может быть не только 80, но кто точно знает. Вы пишите в комментариях обязательно, у вас такие товарищи вообще раскачались, мало ли вы какой вы сезон уже катаете. Прицельный удар, зрелищность и скоростной дриблинг на искусственном интеллекте. Также он может сыграть и на ЛП, и на ПФА. Он, по-моему, да, в Альмерии, англичанин в Испании, интересно. Дриблинг 75, такое все остальное себе, завершение 67, ну, ладно. Но разгон, скорость рывков, ловкость, баланс, неплохо. Стоит юноша 2500, ну, за 2200, я думаю, можно торговаться, да.
Ларгир Рамазани, наверное, как-то так. 167 сантиметров, совсем невысокий паренек. ПП, ЛП, ФРВ, бельгиец. Правоногий, финты 3, слабые 4. 68 был, 83 вырастет. Он имеет 4 таланта. Это прицельный удар, зрелищность, дальний удар и мастер обводки. Неплохо, очень даже. Дриблинг 74, разгон 85, рывки, ловкость, баланс. Ну, ребят, завершение какое? 64. Все это прокачивается. 3900, как мы видим, нам пишут. Факундо Пелистри, еще один товарищ из Манчестер Юнайтед, который в реальном футболе в аренде, в Депортиво, по-моему, 175 сантиметров, 3 звезды на финтах и 3 на слабый, высокий уровень атаки и средний уровень защиты. Мастер обводки у него, да, ППшник, чисто ППшник. Ну, я думаю, можно в ЛП, если что, перевести. Владение, дриблинг, короткий пас, сила удара. Ну, посмотрите, разгон не такой крутой, но я думаю, это неплохо. Он у меня в карьерке играет, он неплох. Конечно, не прям взрывной быстроногий. Пелистри изначально имеет рейтинг 70, максимальный 86, как нам пишут. И стоит он 5500. За 4,5 вот на изи просто уйдет, уверенно. Ереми Пина, испанец, ПП, ЛП, ФРВ. 172 сантиметра рост, финты 3, слабые 4, уровень атаки высокий, защита низкий, правоногий. Изначальный рейтинг 75, очень даже хороший имеет, до 87 раскачивается. Скоростной дриблинг на искусственном интеллекте, владение, навесы, дриблинг, завершение, короткие длинные пасы и подкрутка, все зелененькое. Ну, здесь тоже на ваших экранах все, ну, тут бессмысленно обсуждать, по-любому крутой чувак. 16 миллионов, это дофига, если у вас карьера за средний клуб какой-нибудь, да, или вообще за слабый совершенно. Так что, ребят, копите деньги, я думаю, тут от 15 торговаться, и за 25 они его толкнут. Мейсон Грин, вот еще один бист из Манчестер Юнайтед, ПП, ФРВ, также на ЛП может спокойно играть. 4 на финтах, 5 на слабый, уровень атаки высокий, защита средний, левоногий юноша. Изначально рейтинг 79 вырастает до 90. Посмотрите эти статы, эти таланты. Прицельный удар, зрелищность, дальний удар извне и мастер обводки. Все зелененькое, все замечательно. Ну, подкачать надо тут пенальти ему, подкат, отбор, это ему не настолько важно. А здесь вообще все замечательно. Прыжки не самые классные и напор. Ну, выносливость 77, нормально. Стоит 46,5, ну да, он дороговат, так что, ребят, тут, может быть, кого-то в обменник кидать, но он того стоит. Бакайо Сака, англичанин, 178 сантиметров, из Арсенала, я думаю, вы знаете этого парня, 3 на финтах, 4 на слабый, высокий уровень атаки, средней защиты. Левоногий англичанин, нам пишут про него, что он 80 изначально имеет рейтинг, 88 максимально. Мастер обводки, всего лишь один талант, очень странно. Ну, здесь все достаточно прикольно. В общем, очень хороший юнец. Стоит дороже, между прочим, чем Гринвуд. Я не знаю почему. Ну, 51 миллион, ну, дороговато по мне, так дороговато. Робер, испанец, 70 рейтинг, вырастает до 82. 169 сантиметров. 3 на финтах, 5 на слабый, уровень атаки высокий, защиты средний. Левоногий. Таланты. Прицельный удар, зрелищность, плеймейкер, мастер обводки. Этот испанец имеет вот такие статы: владение, дриблинг, короткий пас. Все остальное такое себе, ну и вот тут верхних 4. В принципе, ПП, ФРВ, ЦАП неплохо. Стоит 5500, на самом деле он не в Уотфорде, как мы видим. Ну, я думаю, за 5 миллиончиков вы можете себе его позволить. Шола Шоритайр, англичанин из Манчестер Юнайтед. 175 сантиметров рост. Смотрите, уже 4-й чувачок из Манчестера. ППЛП. Правоногий. 3 на финтах, 4 на слабый. Средний-средний уровень атаки и защиты. Шоритайр, 62 рейтинг, 84 станет. Зрелищность, мастер обводки. Опять же, когда станет? Как вы максимум его раскачаете? Я думаю, за сезонов 5, где-то так. Ну, мне так кажется. Ну, тут все желтенькое, ребят. Ну, только разгон, рывки, ловкость, баланс. Стоит недорого, 1 600 000 за 1 200 000, ну, 300, там, с каким-нибудь процентом от продажи продаст его вам Сульшер еще в этой карьере. Крисеньо, Саммервиль. В общем, этот нидерландец с ростом 174 сантиметра, ППЛП, правоногий, финты 3, слабые 3. Уровень атаки высокий, но защита вот совершенно низкий. 68 рейтинг, 80 будет максимальный. Таланты у него есть: скоростной дриблинг и удар извне.
Ну да, дриблинг здесь 74, завершение 64. Разгон, рывки, ловкость, баланс. Очень даже здорово. 3 миллиона 100, ну, я думаю, за 2 800 где-то начинаете торговаться от этой суммы. Жерман Валера, наверное, так. ПП, ЛП, ЦАП. Левоногий, испанец. 4 на финтах, 3 на слабый, 170 сантиметров. Средняя. Валера у нас 66 был, 83 станет. Ну, тут что-то как-то все грустно у него. Только разгон, рывки, ловкость и баланс. Ну, ребят, я не знаю, я бы его не брала. Ну, кто знает. Может, фанат испанских талантов. 2 900, ну, за 2 700, думаю, можно его брать. Тангай Кулибали. ПП, ЛП, ЦФД. Так, француз. 175 сантиметров рост. Финты 4 слабые. 3. Уровень атаки средний, уровень защиты высокий, это ПП, значит он сможет отрабатывать. Так, левоногий француз, значит Тангай, 70 изначально был, 80 станет, всего лишь 80. Талант и зрелищность мастера обводки, но зато он может сыграть и на левом фланге, и ЦФД, там ПФА где-нибудь, я думаю, тоже ЛФА сможет. Владение, дриблинг, завершение. Смотрите, если вы финтите там, дриблинг его вам понадобится. Разгон, рывки, ловкость, баланс. Неплохо. И стоит этот парень 5,5 миллионов. Я думаю, вот такая цена за него и будет. Не меньше. Ансгар Кнауф. Немец. 67 рейтинг, 80 максимально. 3 на финтах, 3 на слабый, 180 сантиметров рост. Средние атаки, средние защиты, правоногий. Ну, скоростной дриблинг у него есть. Владение, дриблинг и короткий пас. Ну, разгон неплохой, да, опять сверху 4 параметра. Ну, не знаю, ПП, ЛП. За 300, за 2 800, 2 700 можно начинать торги. Лихаджи у нас, ребят, 68-78. Если вы хотите, попробуйте его, но я бы не стала. Майна тоже, смотрите, он 69-77. Мы тут до 80, от 80 смотрим, поэтому сори. Просто возьмите на карандаш, но не советую. Хотя, может быть, вам это не принципиально. Ну, я просто поставила цель показывать от 80, поэтому, ну, а смысл? Райан Ширки из Леона. Паренек, молодой очень, 73, минимальный 88, максимальный. Левоногий, хотя у него финты 5, слабые 5. Это просто какой-то бист с 4 талантами. 176 сантиметров, высокий уровень атаки, низкий уровень защиты. Зрелищность, удар извне, парашют, мастер обводки. Можно его и на ЛП также использовать. Владение, навесы, дриблинг, точность ударов, подкрутка, сила удара. Разгон, вот почему-то вообще не очень, ну, для такого, да, чувака. Ловкость, баланс, реакция, собранность. Ребят, ну этого парня можно взять за 10, но может быть за 9 можно уже с этой суммы начинать торги. Вирджиниус. Вот этот вот Алан Вирджиниус, француз. 175 сантиметров рост, чистый ППшник, финты 2 звезды, слабая 3, атака высокая, защита средняя. Но он у нас изначально имеет рейтинг 65, вырастает до 82. Талант, скоростной дриблинг на искусственном интеллекте, владение, дриблинг. Разгон хороший. Опять же, вот эти 4 верхних параметра, все очень даже неплохо. Дешевый, 2400, я думаю, за 1 700 000 можно брать. Плюс-минус там процентики. Фабио Бланко, испанец. 62 рейтинг, вырастет до 83. 179 сантиметров рост, финты 2, слабые 3. Средние. Здесь что? Владение, дриблинг, никаких талантов у парня. Разгон, рывки, баланс. Ну, абсолютно, мне кажется, средненький игрок, хотя вот до 82 раскачивается. До 83. Стоит 1 800 000, ну, я так понимаю, он не из Антрахта, скорее всего. Так что, ребят, берите где-то за 1 500 000, начинайте. Все у вас получится. Поль Небель. Немец, 169 сантиметров, низкий, 3 звезды на финтах, 4 на слабый, правоногий, высокий уровень атаки и защиты средней. Этот немец имеет рейтинг 64, вырастает до 80. Мастер обводки, дриблинг, да, видите, вот они на скорости убегают и финтят, а вот обороняется не очень. Этот товарищ, баланс, в принципе, ловкость у него все на уровне. 2 миллиона. Дешево, за 1 800 000, наверное. Ну, в общем, откидывайте назад 300 где-то тысяч, и все будет ок. Ян Тильман, наверное, так. Немец, 178 сантиметров рост. 71 рейтинг изначальный, 82 максимальный. ПП ЦФД.
Правоногий, 2 на финтах, 3 на слабый, высокий уровень атаки, средний уровень защиты. Талантов не имеет. На ваших экранах статы, в принципе, неплохо. Можно его взять за 5 миллионов. Патрик Вимер, ППЛП, австриец, 182 сантиметра рост. У Вимера рейтинг 70, максимальный 82. Имеет талант, скоростной дриблинг. Ну, вы видите на своих экранах дриблинг 76. Все остальное просто все зеленые практически, да, ну не считая отбора, нам это не интересно. 3800 стоит данный парень. Ну, вот тут вот, в общем, 77, максимальный рейтинг Бен Секхир, вычеркиваем. Шадли тоже у него 75, максимальный, вычеркиваем. Джебрейсус, как-то так, Джебрейсус, наверное. Швейцарец, 187 сантиметров роста у этого ППшничка. 4 на финтах, 4 на слабый. Уровень атаки высокий, защита средний, правоногий. 61 рейтинг, минимальный, 82, максимальный. Талант, зрелищность, дриблинг 77. Разгон, рывки, остальное все очень даже такое себе, но все раскачивается. 1 200 000, ребят, всего за миллиончик можете приобрести и раскачать его до 82. Юнус Муса, американец, ПП, ЛП, ЦАП. 71 рейтинг, 82 максимально. Высокий уровень атаки, средней защиты, 178 сантиметров рост, правая нога. Ведущая, финты 4, слабые 3. Имеет таланты. Скоростной дриблинг. 1 талант. Владение, дриблинг, удар, дальний удар, сила удара очень даже неплохо. Ну вот, посмотрите, разгон, выносливость, рывки, активная позиция. Этот американец стоит 5 миллионов. В общем, он не из Атлетика. Хугеверф. Этот голландец из Манчестер Юнайтед. Рейтинг 60 до 78. До свидания. Блин, вот эти вот фамилии португальские. Концейшау, как-нибудь так. ППшничек, 170 сантиметров, рост 70, рейтинг максимальный 86. 86, ребятки. 4 на финтах, 2 на слабый. Любите финтить, берите его. Высокий уровень атаки, средний защиты. Левоногий. Таланты, прицельные удары, мастер обводки. Владение, дриблинг, ну, завершение надо качать. Разгон, рывки, ловкость, баланс. Стоит 5500. Ну, в общем, за 5 лямов берите и до 86 качайте вообще. Великолепно. Джек Кларк. Англичанин. Его рейтинг минимальный 67 вырастет до 80. 181 сантиметра рост. Правоногие, финты 3, слабые 4. Атака средняя, защита низкая. Да. ПП-ЛП зато. Не надо его раскачивать вам на ЛП. Мастер обводки, дриблинг. Ну, средненький парень. Кстати, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, в фифе, в карьере, если у вас на ПП чувак, а вы на ЛП, он умеет играть, и вы должны его раскачивать, все равно, чтобы не было всяких восклицательных знаков, или нет? Ну, наверное, да. Там в фифе свой мир. 3 миллиона, ребят, он на самом деле не из Интера. До 2800, думаю, берите вообще спокойно. Джан Келли Маршал Ратти, как-то так, ППЛП, канадец, 175 сантиметров рост, 3 на финтах, 4 на слабый, правоногий. Уровень атаки высокий, уровень защиты низкий. 58 рейтинг, 58, а вырастает до 80. Неплохо. Имеет талант, зрелищность. Все тут печально. Здесь вот очень хорошие у него статы, верхние 4. Ну и собранности, прыжки неплохие. Паренек стоит 825 тысяч. Я не знаю, мне кажется, на самом деле он не играет в Торино, но, в общем, это интересно. Так что, ребят, за 500 тысяч просто возьмите и до 80 раскачайте. Ну, правда. Знаете, где он играет в реальном футболе? Торонто, кстати. Наверное, он в реальном футболе. Он Торонто, блин, а это Торино, это же итальянский клуб. Я и думаю, что за бред. Йорбе Вертесен. 72 рейтинг, 83 максимальный. Это бельгиец. ПП ФРВ, 176 сантиметров рост, правоногий, финты 3, слабые 3. Высокий уровень атаки, средней защиты. Имеет данный товарищ разгоны, рывки, ловкость, баланс, сила, реакция. Посмотрите на эти статы. Владение, дриблинг. И талант, скоростной дриблинг. Не, ну вот эти статы, это великолепие просто. Стоит 9 миллионов 500 тысяч. Но не Мадуэки. 77 минимальный рейтинг, 88 максимальный. Англичанин. 4 на финтах, 4 на слабый, атака средняя, защита средняя, 182 сантиметра, левоногий. Зрелищность, мастер обводки, вот такие вот у него параметры, хорошие параметры, тут много всего крутого, и пас,
И подкрутка, и удары, и владение, дриблинг, завершение. Слушайте, ребят, это прям бестиара какой-то. Стоит, наверное, много, да, 31 миллион. Ну, где-то за 27 начинаете с этой суммой торговаться. Такифуса Куба. ППЦП ЦАП. Японец, 173 сантиметра. Финты 4, слабый 4. Уровень атаки высокий, защита средний. Левоногий. Японец из мадридского Реала. Куба, 75. Изначальный 88. Максимальный. Зрелищность, мастер обводки. Ну, тоже все очень даже круто, посмотрите. Но я думаю, вы про него знаете, побольше меня. Так что, ребят, подписывайте этого Бестан. 23 миллиона, кстати. Он сейчас в аренде. Ну, 23 миллиона. Так что давайте, дерзайте. Переходим к центру поля, к центральным полузащитникам. Кертис Джонс, юноша из Ливерпуля. У него был рейтинг 75 и будет максимальный 86. А как это 75-86, когда у него сейчас 74? Интересно, мне кажется, какая-то ошибка произошла. Ну ладно, в общем, 86 будет у него рейтинг, если нам верить всему тому, что пишут в интернете. 4 на финтах, 4 на слабый, высокий уровень атаки средней защиты, 185 см рост, правоногий. Зрелищность, владение, дриблинг, пасы, удар. Тут тоже все очень даже неплохо. Стоит он 9,5 миллионов. Ну, вы видите, 12 500. Ну, попробуйте договориться с Юргеном Клопом. Шек Умар Диаките. 68 рейтинг был, 81 станет. Француз из клуба Париж FC, 173 сантиметра. Правоногий, финты 3, слабые 3. Уровень атаки и защиты высокий. Талантов нет, но тут очень даже до середняка неплохие статы у него. Посмотрите, какой баланс. Стоит 3 миллиона 300 тысяч. Джейкоб Рэмзи, 70 рейтинг, изначальный 84. Максимальный ЦП ЦАП. Тут тоже, кстати, ЦП ЦАП. 108 сантиметров, 3,3 финты, слабая нога. Высокий уровень атаки и средний уровень защиты. Талантов не имеет. В принципе, неплохие статы, но вот тут с разгоном печаль. Но это ЦПшник, в принципе. 4,5 миллиона стоит. Так, подожди, у Кайеры мы не рассматриваем, у него 70 максимальный. У Гарте 73 рейтинг, вырастает до 84. ЦП ЦОП, 182 сантиметра, уругваец. Финты 3, слабые 3. Рост 182 сантиметра, правоногий, высокий уровень атаки и защиты. Талант имеет подкаты, владение, дриблинг, длинные короткие пасы, чтение в защите, отбор, подкат. Выносливость, сила, крепыш, короче, перехваты. Ребят, неплох, очень даже неплох. 6,5 миллионов стоит. Самуэль Ричи, наверное, ростовянец. 70 рейтинг, 85. Максимальный, 178 сантиметров рост, финты и слабые 3 звезды, атака и защита средняя. Правоногий итальянец с талантом плеймейкер на искусственном интеллекте, владение, пас, длинный, короткий. Ну, середнячок такой прям конкретный. Не из Ливерпуля, а стоит, ну, какой смазливый, посмотрите, боже мой, он похож на этого, Карео. Стоит 3 800. Иван Ильич, серб, 73 рейтинг, 85 максимальный поймает. Левоногий серб, 187 сантиметров рост, финты 3, слабые 3 и атака и защита средний уровень. Дальний удар, искусственный интеллект, талант имеет, ну, хорошие статы, плюс он еще раскачается. Ну, тут, правда, все какая-то печаль желтая, но ничего, все в зелененькое можно превратить. И стоит парень 9,5, видите, там с отступными проблемы, но, в общем, Верона клуб там что-то намудрил. Джуд Биллингем, ну, все вы знаете этого паренька из Боруссии Дортмунд, англичанин, ЦПЛП. 4 на финтах, 4 на слабый, рост отличный, 186 сантиметров, высокие атаки и защиты, правоногий. Но, я думаю, на левый может 8, ну, соответственно, 4 звезды мы это видим. 80 рейтинг, 89 апнет максимальный. Подкаты, мастер обводки, ну, тут... Что мы тут обсуждаем? Только штрафные удары у него хромают, все остальное великолепно. Цена 44,5 миллиона. Куадио Ману Кане. 71 рейтинг изначальный, максимальный 82. Француз, 185 сантиметров рост, правоногий, финты 3, слабые 3, атака высокий уровень вместе с защитой. Хорошие статы, нет талантов, но посмотрите, очень даже замечательно парень выглядит. Стоит паренек 5 миллионов. Бери, не хочу.
Если у вас не бюджет, конечно, 5. Уоррен Бонда, француз, 177 сантиметров, 3 на финтах, 2 на слабый, атака высокая, защита средняя, правоногий. Рейтинг 62, максимальный 80. Имеет таланты, удар извне и мастер обводки. Из Нанси, да, этот парень? Владение, дриблинг. Ну, неплохие статы. Учитывая, что он разовьется за 1,5 ляма, да, 1 300 000, вы можете его хапнуть. Мартин Батурина, наверное, хорват. 172 сантиметра, ЦП ЦАП, 3 на финтах, 4 на слабый. Уровень атаки высокий, защита средний. ЦППП, кстати, Бонда. Бандо, наверное, он же француз, да, Бандо. Так, ладно, возвращаемся к Батурине, к нашему. Дальний удар на искусственном интеллекте, владение, дриблинг, короткий пас. Ну, здесь тоже неплохие статы. Стоит 3 100 000 евро. У меня тут цена в евро, если что. 66 рейтинг у него, ребят. Я говорил, нет? 84 апнет. Джан Лука Бусио, да, интересное имя. У него, наверное, папа итальянец. Хотя он что-то на итальянца не очень смахивает. ЦП, ЦАП, ЦОПник, 170 сантиметров. США, нация. Финты 3, слабые 4. Атака средняя, защита средняя. Рейтинг изначальный у него 69, вырастет до 83. Есть талант, зрелищность, дриблинг, короткий... Короче, у кого зрелищность, у тех дриблинг невероятный, я уже это поняла. Разгон хромает, но для ЦПшника ладно, но посмотрите, он очень устойчив, поворотлив и вынослив. Прыжки также у него великолепные. Стоит он 2 900 000. Видите, его Венеция подписала, потому что Джан Лука его зовут. Ну, Венеция в этой фифе подписала. Суфьян Месенгуэм. Мы его вычеркиваем. 74 рейтинг максимальный. До свидания. Оркюн Кокчу. Кокчу, наверное. Кокшу какой-нибудь. Турок, в общем, ребят. 76 рейтинг, 84 максимальный. Фейнорд, тут нам пишут. ЦП ЦАП. Финты 3, слабые 5. Рост 175, ведущая нога правая, атака и защита средние уровни. Посмотрите, сколько у него талантов. Прицельный удар, дальние пасы, дальний удар, плеймейкер, удар извне. Хорошие очень статы у этого турка. Ну, великолепный, ребят. Стоит он 21,5 миллиона, но, наверное, 26 минимум насчет продажи с этой суммы. Бенат Туриентес, испанец. 172 сантиметра роста, 2 финты, 2 звезды, слабая 3, атака и защита средние. Правоногий. Этот испанец имеет рейтинг изначально 66, но вырастает до 82. Ну, как мы видим, тут что-то у него как-то все желтенькое, ну, немножко зеленого есть, ну, точно штрафных 71, раскачается, я думаю. Стоит 2 200 000. Педро Вите, эквадорец, 168 сантиметров для ЦПшника. Хотя мы знаем таких по имени Верати, да, он даже вообще ниже, по-моему. Финты 2 звезды, слабые 2, атака и защита средняя. Левоногий. Минимальный рейтинг 64, максимальный 85. Талант плеймейкер. Тут короткий пас только, все остальное печаль. Ребят, смотрите сами. 1 700 000, ну 1 500 000 где-то, наверное. Ну, соу-соу. Франчо Серрано, еще один Серрано. 67 минимальный, у этого испанца рейтинг 82 максимальный. ЦП ЦОП. 177 сантиметров, финты 2, слабые 4, правоногий, атака и защита средней уровни. Плеймейкер, ну, такой себе, честно говоря. И 2 900 цена за него. Кобалейн Койндреди, француз, 184 сантиметра рост. Левоногий, 3 на финтах, 3 на слабые, атака средний, уровень защиты низкий. Рейтинг его изначальный 67, вырастает до 81. Таланты имеет, дальние удары, мастер обводки, ну, силу удара, дальние удары, короткий пас. Он прям такой мощный парень. Да, видите, у него сила в порядке. Разгон, ну, 70, неплохо. 2 400 000 он стоит. От 3, видите, продажа пойдет. Хави Симмонс, все вы его знаете, он на самом деле из ПСЖ. 66 минимальный рейтинг, вырастает до 83. 168 сантиметров, финты 3, слабая 3, атака средняя, защита. Защита, да, такой низкий, высокая. Правоногий. Имеет 3 таланта, плеймейкер, удар извне, мастер обводки. Я вот помню, раньше в фифе были, если там таланты, они, по-моему, еще развивались дальше, там продолжали. А в этой, наверное, если у тебя есть такой же талант, то уже все, ничего не поменяется. Хотя это не точно. Владение, дриблинг, короткий пас, подкрутка, ловкость, баланс, напор. Ну, это хороший паренек. Я за него за каких-то слабеньких ребят играл. Он свободного агента пришел. Очень прикольный чувачок был. 2 600 000 цена. Ну, за 1 900 000, мне кажется, вы вполне можете его взять. Это очень странный прикол фифы.
Педри, я просто его вписала, мало ли вы не знаете, ха-ха. И почему у него нет геймфейса? 81 минимальный рейтинг, 91 максимальный. Испанец из Барселоны. 174 сантиметров рост, правоногий, высокий уровень атаки и защиты, финты 4, слабая нога 4. Крепкий игрок. Интересно, зрелищность, мастер обводки. Владение, дриблинг, пасы в порядке, подкрутка, отбор. Ну, здесь все замечательно. Ну, кроме силы. Хотя крепкий игрок. 65,5 миллионов, ребят. Ну, это ладно. Я просто, чтобы вы знали. Альберто Морено. 63 минимальный рейтинг, 80 максимальный. ЦПшник испанский, 175 сантиметров, правоногий, 2 на финтах, 4 на слабый, средней атаки и защиты уровня. Такое себе все, разгон неплох, но баланс, но все остальное какая-то печаль. Стоит он 1 700 000. Ильяикс Мариба, испанец, 185 сантиметров, финты 4, слабые 4, атака и защита средней уровня. Правоногий без талантов, неплохие статы. Да, достаточно неплохие. 73 минимальный, 85 максимальный и стоит 9 миллионов, ребят. Лесли Угучукву, француз, 188 сантиметров рост, ЦП ЦОП, из Рена. 2 на финтах, 3 на слабый, правоногий, атака средняя, защита средняя. Короткий пас, неплох. Все остальное что-то как-то, но вот разгон, прыжки, выносливость, сила. 66 минимальный, 80 максимальный. Стоит 1 800 000. Я почему-то думала, у него получше статы. Унай Венседор. Вот это бестяра, ребят. Испанец, 176 сантиметров, 3 на финтах, 4 на слабый. Атака и защита средней уровня. Минимальный рейтинг у него 76, максимальный 84. Мощные штрафные, длинные пасы. Да, я знаю, это крутой чувак. Я видела в других карьерах у ребят он был. Владение, ну посмотрите, это нет смысла перечислять. Это с ума сойти называется просто. Статы. Подкачайте скорость рывков, все будет ок. 15 миллионов. Ну, вы видите, от 20, наверное, начнется продажа. Астер Вранкс, бельгиец, из Вольсбурга. ЦП ЦОП. 183 сантиметра. Правоногий. Финты 3, слабые 5. Высокий уровень атаки и высокий уровень защиты. Тут тоже, кстати, ЦП ЦОП. Без талантов, правда, да, без талантиков он. Вранкс у нас 67 минимум, ребят. 84 максимум. Это круто. Хорошие статы. Ну, тут жестенько все это подкачивается. Тоже видела этого чувачка в карьерах, он неплох. Стоит он 3 миллиона 100 000. Ну, слушайте, за 6 миллионов берете и центр поля, мне кажется, зацементирован. Ну, должен быть. Попела ни о чем, там 72 максимальный. Булат. Марко Булат, хорват. Минимальный рейтинг 69, максимальный 83. ЦП ЦОП позиции 178 сантиметров, правоногий, 3 на финтах, 3 на слабый. Атака средняя-средняя. Таланты имеет, лидерство, длинные пасы, дальний удар. Ну, посмотрите, хорошие статы, все зелененькое. Опять же, разгон, но все это ерунда. Это все можно раскачать. Вот только перехваты и активные позиции хромают. Для опорника, например. 4,5 миллиона стоит. Эдуар Мишу. Я думаю, так звучит, раз он француз. ЦПшник, я не знаю, он из Парижа, кстати, на самом деле. Сейчас посмотрим. Финты 3, слабые 3. 178 сантиметров, правоногий, высокий уровень атаки и средней защиты. Без талантов, владение, дриблинг. Тут разгон, ловкость, баланс. Мишу 65 минимум, 82 максимум. И стоит он 2 миллиона 400, но я думаю, ну 2 600 пробуйте. Да, в Париже он, наверное, сидит там на лавке. Или в молодежке. Феликс Лемаришаль. Француз, 62 минимальный, 80 максимальный. 181 сантиметров рост, ЦПшник. 2 звезды финты, 4 слабая нога. Уровень атаки и защиты средний. Но тут какая-то печаль, ребят. Я не знаю, почему он весь желтый. И даже не близко к зеленому. 1 200 000, но там команда не продаст, но в вашей вселенной, может быть, продаст. Дина Эбимбе. Француз из ПСЖ. ЦП ПФА. 183. Сколько таких французов ЦП ПФА потом уехало в Германию у них, да и вообще ушло. Им потом меняли позицию, они ЛЗ становились. 183 сантиметра, 3 финты, 3 слабые, атака средний уровень, правоногий. Скоростной дриблинг у него на искусственном интеллекте талант. Хорошие статы для такого парня молодого. Рейтинг я сказала вам. 72 минимум, 80 максимум. Ну посмотрите, какие статы. 6 миллионов, ребят. Бери, не хочу. Рокко Асконе. Француз, кстати, я думал итальянец. Асконе тогда.
61 минимум рейтинг, 80 максимум. 108 сантиметров, финты 3, слабые 2. Уровень атаки высокий, защита средняя, левоногий. Талантов нет, ну, короче, ребят, я бы не брала такого, но он все-таки до 80 раскачается. 1 миллион стоит. За 700 тысяч берите. Тут просто, чтобы был, все вы его знаете, это Эдуардо Камавинга, француз, который перебрался из Рена в Реал Мадрид этим летом. 182 сантиметра, финты 4, слабые 3. Уровень атаки высокий, защита высокий, ведущая нога левая. Зрелищности, мастер обводки. Я удивлена, почему так мало талантов. 78 минимум рейтинг, 89 максимум, почти 90 апает. Тут все в порядке у него, ребят. Только вот прыжки страдают и завершение 66. Это очень странно. Ну ладно. 38 миллионов, 66 отступные. Пабло Гави, испанец из Барселоны. 70 рейтинг, 86 вырастет. Представляете, на 16 пунктов. 173 сантиметра, финты и слабые по 3, атака и защита высокие уровни. Ведущая нога правая. Без талантов тут неплохие у него статы по видению, напору, балансу, ловкости и разгону. Пас хороший может отдать. ЦП, ЦАП, ПФА, между прочим. Стоит 3 миллиона 600 тысяч. Нико Гонзалес, еще один бист из будущей, да, бист из Барселоны. Минимум рейтинг 70, максимальный 83. ЦП, ЦОП. 188 сантиметров, финты 4, слабые 3, правоногий. Средний уровень атаки и защиты. Не, ну здесь ЦП, ЦАП, ПФА. Ладно, возвращаемся. Талантов нет. Ну тут выносливость. В общем, вот такие крепкие ребята в центр поля, ребят. Берите, не прогадаете. 3 миллиона 800 тысяч минимум цена. Гори, испанец. ЦП, ЦАП. 64 минимум, 82 максимум рейтинг. Финты 4, слабые 4, рост 172. Левая ведущая нога, атака и защита средняя. Ну тут вот плеймейкер, короткий пас. Вверху все как обычно по 4 зелененьких, а дальше какая-то печаль. Но стоит он 1 800 000. Так, далее, ребята, у нас есть Арно, о котором я ничего не нашла, к сожалению, не знаю. Ну вот именно в той программе, где смотрела, на том сайте. Прокручу вам просто. Вдруг вам это интересно. Еще есть Алекс Кардеро. Тоже ничего не нашла, но у него хорошие статы. Но я думаю, там будет 80+. Просто, чтобы вы тоже знали про него. Рамон Энрикес. Это испанец. Финты 3, слабые 3, атака, защита средние уровни. Рост 173 сантиметра. ЦП, ЦОП. Правоногий. Минимум рейтинг 68, максимальный 80. Таланты. Зрелищность, дальний удар, удары извне. Длинные, короткие пасы. Относительно, но неплохо. Стоит 3,5 миллиона. Хишам Будуи, наверное, так читается. 75 минимум рейтинг, 82 максимум. Всего лишь на 7 пунктов вырастет. Но этот алжирец, у него хорошие статы. Изначально, правда, склонный к травмам, я вижу. Финты 3, слабые 3, атака и защита высокие уровни. ЦП, ПП. Правоногий 175 сантиметров рост. Удар извне, мастер обводки, но, к сожалению, склонный к травмам. Хорошие статы, ребят, у него. Ну, все зелененькое, все замечательное, только силу подкачать. Разгон, правда, не очень. 12 миллионов. От 12 до 12. Ну, здесь за десятку пробуйте. Райан Граменберж. Это нидерландец. 190 сантиметров рост из Аякса. Правоногий. 4 на финтах, 4 на слабый. Атака и защита средняя. Как странно, он еще в Англию не перебрался никуда. В Челси в какой-нибудь. 78 минимальный рейтинг, ребят. 90 апнет. Крепкий игрок, зрелищность, удар извне, мастер обводки. Тут все прекрасно. Точность штрафных и игра головой хромают, ну и пенальти. Но с него это никто не требует. Напор что-то не очень. Все остальное хорошо. 38 миллионов для центрального полузащитника, за такие статы. Самое то. Вот. Я такого товарища, кстати, не знала из Норвича. Кристос Дзолис. ЛПППФРВ. Грек. Финты 4, слабые 4. Атака высокий, защита средний. Рост 179 сантиметров. Правоногий. Его минимальный рейтинг 74, максимальный 87. Разгон, рывки. Ну, вы видите на ваших экранах. Активная позиция, напор, владение, игра головой. Ну, хорош. Скоростной дриблинг. То есть он на ФРВ вам может тоже прийти и помочь.
Стоит он 16,5 миллионов. Габриэль Мартинелли, этот парень из Арсенала в реальном футболе, он что-то в Монако перебрался. 179 сантиметров рост, ЛПшник правоногий, финты 3 слабые 3, атака и защита высокие. Имеет вот такие таланты: прицельный удар, удар извне, мастер обводки. Хорошие статы, да. Посмотрите, очень хорошие статы. Минимальный рейтинг 76, максимальный 87. А цена его 23 миллиона. Нам не пишут, почему за сколько перешел. Талисман Магно, бразилец. ЛПЦФД, 186 сантиметров рост, финты 5, слабый 4, атака высокий уровень, защита средний. Правоногий. 66 минимальный рейтинг, 84 максимальный. Таланты. Но это откуда-то Нью-Йорк-Сити, да? Таланты, зрелищность, мастер обводки. Владение, дриблинг. Ну да, с такими уж, с 5 звездами финты. Разгон, рывки, ловкость, баланс. Стоит 3 миллиона 100 тысяч, между прочим. Дешево. Хорват, Стипе Билк. ЛПЛФА, 182 сантиметра левая нога, финты 3, слабая 5. Высокий уровень атаки, защиты средний. Мастер обводки, ну, такой себе, если честно. Видение поля, разгон только. Ну, нет, не очень для ЛПшника. Минимальный рейтинг 69, максимальный 84. 4 миллиона 400 тысяч, однако, да. Энтони Гордон, он на самом деле не в Интере. ЛП ЦАП, англичанин, 185 сантиметров, правоногий, финты 3, слабая 3. Атака высокий уровень, средний уровень защиты. По-моему, он из Эвертона, нет, я что-то путаю. Талантов не имеет, минимальный рейтинг у него 69, максимальный 83. Владение, дриблинг, разгон и скорость. Ну, для ЛП, ребят, ну, сомнительно. 3 миллиона 900 тысяч стоит. Энтони Эланга, швед из Манчестер Юнайтед, естественно. ЛП ФРВ, 108 сантиметров, 3 на финтах, 3 на слабый, правоногий. Атака высокий, уровень, защита средний. 66 минимальный рейтинг, 82 максимальный. Посмотрите на этого правоногого шведа. Это что это за статы? Прицельный удар, зрелищность, дальний удар, мастер обводки. Тут все вот как-то зелененькое вот наверху, здесь все желтенькое, но он раскачивается, ребят. Это факт. Стоит 2 миллиона 400 тысяч. Очень, очень дешево. Брайан Гиль. Парень из Тоттенхэма. ЛППП ЦАП. Испанец. 175 сантиметров. Финты 3, слабые 3. Левоногий. Высокий уровень атаки, средней защиты. Минимальный рейтинг 77, максимальный 87. Вы видите на ваших экранах зрелищность и мастер обводки, его таланты. Здесь все невероятно, какие-то статы. Ну, с ударами проблема, но это ерунда. Завершение 74. Ну, прыжки у него плохие, да. 52 здесь. И голова играет плохо. Так что на голову не подавайте. Хорошие у него показатели. 31,5 миллион, да. Ну, его в этом сезоне Тоттенхэм подписал, да. Не из молодежки, что ли, получается. Квадвобах. Это немец. ЛППП. 60 минимальный рейтинг, 60, а вырастет до 80. 183 сантиметра, правоногие, финты 3, слабые 2. Уровень атаки высокий, защиты средний. Ну, что-то как-то все грустно. Ну, хотят разгон. Как обычно, первые 4 показателя, они прекрасны. Миллион стоит. Берите. А отступные 1 900 000. Конрад де ла Фуэнте, этого парня я знаю, это американец из Марселя, ЛПшник, 107 сантиметров, правоногий, финты 3, слабые 4, атака средний и защита средней уровня. Рейтинг с минимальной 73 вырастет до 82. Талант у него один, скоростной дриблинг на искусственном интеллекте, ну здесь, ну неплохие статы, не прям взрывные, но неплохие все же. Стоит он 9,5 миллионов. Элье Вахи, вот так как-то Вахи, Элье Вахи, да. Этого паренька я тоже знаю, это из Монпелье, молодой талант, французский, 184 сантиметра рост, финты 4, слабые 4, атака высокий, защита средний, правоногий. Имеет талант и зрелищность, удар извне, мастер обводки. Ну, тут ему качать и качать, конечно, все. Но, я думаю, неплох. Он ЛП ФРВ. У него 70 минимальный, 81 максимальный. 4 миллиона стоит. Дешево, могли бы за 8 толкнуть. Ну, видите, у него отступные 7,5, ну ладно. Никомеламед, какое-то название лекарства. ЛП, ЦАП, ПП. С заправленной рубахой парень. 173 сантиметров, финты 4, слабые 3.
Уровень атаки высокий, защиты средний. Минимальный рейтинг 74, максимальный 85. 4 таланта у парня. Прицельный удар, зрелищность, плеймейкер, мастер обводки. Владение, дриблинг, завершение, короткий пас, подкрутка. Ребят, ну это хороший вариант. Мне кажется, он прям очень хорош. Стоит, правда, тоже здорово. Минимум 16,5 миллионов. Желько Гаврич, серб. Он у нас 68 минимальный рейтинг имеет, 81 максимальный. 181 сантиметров, финты 3, слабые 3. Уровень атаки высокий, защиты средний. Имеет 3 таланта. Прицельный удар, дриблинг скоростной и удар извне. Дриблинг, штрафные, ну, удар верхом, подкрутка, пенальти. Ну, неплохо. Стоит он 3 миллиона 400 тысяч. Джамал Мусиала, его вы все знаете, без геймфейса, к сожалению. Немец из Баварии, ЛП ЦАП. Правоногий можно на ПП использовать. Ну, может, ему 18, наверное, сейчас. Финты 5, слабые 4. 183 сантиметров рост, правоногий, я уже говорила. Атака средняя, защита средняя. Мусиала минимум 77, вырастет до 88. Мастер обводки, я так понимаю, это из Академии Баварии они его взяли. Владение, дриблинг. Ну, посмотрите, все на ваших экранах. Очень хороший паренек, очень хороший. И стоит 23 минимум. Ну, от 30 надо торговаться, да. Седрик Тегуя, испанец. Модный такой парень. 65 минимальный рейтинг, 80 максимальный. 108 сантиметров, левоногие, финты и слабые по 3 звезды. Атака и защита средние уровни. Скоростной дриблинг, талант. Все остальное как-то... Ну, хотя вот здесь хорошие показатели. Но это выбор, естественно, делать вам, он за вами. 2,5 миллиона. Цена. Камалдин Сулеймана. Ганец. Камалден, не знаю. 174 сантиметров, финты 4 и слабые 4. Атака, высокий уровень, средний уровень защиты. ЛП, ФРВ. 75 минимальный рейтинг, 85 максимальный. 4 таланта. Прицельный удар, зрелищный, скоростной дриблинг, мастер обводки. Хорошие статы, ребят. Все это так подкачивается. Разгон 94. Очень хороший чувачок. 16,5 миллионов стоит. Луис Энрике. Какой-то актер из бразильских сериалов, да? Имя такое. ЛППФА, ребят, из Марселя, да? Он 181 сантиметров. Бразилец. 3 на финтах, 3 на слабый. Правоногий. Атака средний уровень, защита низкий. Луис Энрике у нас имеет рейтинг 74, максимальный 80. Таланты имеет, зрелищность и скоростной дриблинг. Хорошие статы. Неплохие, да, вот неплохо. Но тут парень Сулеймана был круче. Стоит он 8,5 миллионов. Анджел Гомеш, он англичанин. Я помню, раньше у него было какое-то гражданство, там английское, португальское. Из Манчестера, я так понимаю, в аренде или продан. 71 минимальный рейтинг, максимальный 81. Атака и защита средний уровни. Невысокий, 168 сантиметров. Правоногий, финты 4, слабые 4. И имеет 4 таланта. Прицельный удар, зрелищность, удар извне и мастер обводки. Юркий такой, быстрый паренек. Баланс 90. Он удержится на плаву. Да, он перешел вот в Лиль. 5,5 миллионов стоит, бери, не хочу. Адиль Ушиш. Это у нас француз с геймфейсом, что ли? Да, проверяй геймфейс. Из Сент-Этьена. 181 сантиметров. Финты 4, слабые 3, атака средний, защита средний. ЛП ЦАП ЦП, ребята. 1 талант, удар извне. Неплохо, неплохо, хотя бы уже потому, что геймфейс есть. 73 минимальный рейтинг, 80 максимальный и стоит 11 миллионов. Хавьер Лябрес. 63 минимальный рейтинг, 81 максимальный у этого испанца. Финты 3, слабые 4. Рост 172 сантиметра, ведущая нога правая, атака высокий уровень, защита средний. Я не знаю, он какой-то печальный тут, конечно, по статам, но тут хорошие статы, хотя разгон для ЛПшника. Стоит он 1 900 000 из Мальорки. Вот этот парень Кевин, испанец, ребят, я вам прокручу его, не нашла о нем инфу, просто показалось, что он крут. Ну реально, посмотрите, конечно, сами. Вот так, на стоп нажмете, кому интересно, из Малаги. К цапникам перешли. Луис Сиблей. Наверное, так читать Сибли. Ладно, ЦАП ПП из Дерби Каунти. Финты 3, слабые 3, англичанин имеет. Рост 180 сантиметров, нога левая, атака высокий, защита средней уровни. Плеймейкер.
Ну, неплохие статы. У него минимальный рейтинг 68, максимальный 80. Такой, знаете, прям для начального старта. Но 3 миллиона 400 тысяч, все-таки не полтора. Алекс Скотт. 64 минимальный рейтинг, 81 максимальный. Из Бристоль-Сити парень. Талант, да. ЦАП, я думаю, подающий надежды там написано. ЦАП ЛППП. Англичанин, финты 3, слабые 3, высокий уровень атаки и защиты средний, 178 сантиметров, правоногий. Зрелищность, мастер обводки. Ну, тут что-то как-то, хотя вот опять верхних 4 показателя хорошие. Стоит 1,5 миллиона. Фабио Карвальо, 69 минимальный рейтинг, 86 максимальный. Это англичанин из Фулхэма, я так понимаю. ЦАП ЦП, 178 сантиметров, ведущая нога правая. Слабые 4, финты 3 звезды. Атака средней и защиты. Ну, можете и левый попробовать за него. Мастер обводки талант. Ну, неплохие статы. Неплохие. Разгон не очень, но для цапника. 3 миллиона 600 минимум. Ну, за 4,5, наверное, будут продавать. Флориана Виртса, кто не знает, ребят, поднимите руку, все знают. Цапник, ЦПшник из Байера, 0,4 Ливеркузен. Немец, 176 сантиметров, рост, невероятный талант. Я смотрела матчи, он там пасы такие раздает и забивает. Финты 4, слабые 4, атака высокий, уровень защиты средний. Правоногий. Ребят, ну это просто... Я была вообще в шоке, что ему там столько лет, там 18, может быть 17, наверное 18. Я думала, ему лет 21, но... Зрелищность, плеймейкер, удар извне, парашют, мастер обводки. Я сейчас прям при вас погуглю, сколько лет в Вирцу. Блин, 18 лет, 2003 года парень, вообще 2003, ребят, какой талант родился в Германии. Очень, очень рада я, что есть такие замечательные таланты. Надо, может, за Манчестер его, но он на цапнике, у нас там есть ребята. Скорее Бавария его заберет, знаете, чем Манчестер Юнайтед. Ну, посмотрите на эти статы. Я просто вспоминала немцев в Англии, там был вот из последних Тима Вернера и Кай Хаверц. 44,5 миллиона. Понятно все. Дан Уисман, наверное, так читается. 65 минимальный рейтинг, 80 максимальный. Вирц я сказала, 80 рейтинг минимальный рейтинг, 90 максимальный. Вот этот Усман, короче, Уисман. 65 минимум, 80 максимум. ЦАП ЦП. Нидерланды, 190 сантиметров, правоногие, финты 2 звезды, слабая 3, средний уровень атаки и защиты. Вырастет с 65 до 80, но что-то здесь какая-то печаль, ребята. 2 миллиона, я не знаю. Доминик Сабаслай, венгер из... без геймфейса, из этого самого Red Bull Leipzig. 186 сантиметров, цапник ЛПшник, финты и слабая нога по 4, атака средний уровень, защита низкий. Правоногий. Таланты, ранние навесы, зрелищность, длинные пасы, дальний удар, плеймейкер, удар извне. Отличные статы, тоже великолепные. Минимальный рейтинг 7,7, максимальный 8,7, стоит 39,5 миллионов, но я думаю, там от 45 будет продажа. Джованни Рейна. Да, по-прежнему юный бист, как-то потух он в реальном футболе, по-моему, в Дортмунде в этом году, но нет Санчо. Там Холланд все по-прежнему феерит. Минимум 7,7, максимум 87 рейтинг. США, нация. Финты 4, слабые 2. Уровень атаки средний, защиты средний. Рост 185 сантиметров, правоногий. Талант имеет мастер обводки. Ну, неплохие статы, мне кажется, можно его взять. ЦАП, ЛП, ПП. Но стоит он прилично, 30,5 минимум. Омер Бияс, 63 минимум рейтинг, максимум 81. Турок. Финты 3, слабые 3, 171 сантиметров рост, левоногий. Уровень атаки средней, защиты низкий. Зрелищность, плеймейкер. 63 минимум, 81 максимум. Он апнет. Ребят, ну тут что-то как-то все грустно. Но он при этом стоит 1 800 000. Отступные 2 900. Не знаю. Я бы подумала 10 раз, прежде чем его брать. Тино Анджорин. Я не знаю, такой есть в Локомотиве, правда, да? 64 минимальный рейтинг, 81 максимальный. ЦАП ЦП, англичанин, 186 сантиметров, финты 3, слабые 3. Уровень атаки высокий, защиты средний. Плеймейкер. Тут все какая-то печаль. Только скорость рывков зелененьким. 1 900 000. Да, реально такой чувак есть в Локомотиве, как оказалось. Батиста Мейер, 65 минимальный рейтинг, 80 максимальный у этого немца. Он из Баварии? Да, он из Баварии, точно. Я думаю, он из молодежки.
А он, наверное, из взрослой команды. Цапник ЛФА, просто он особо не, в реальном футболе его не видно, не слышно, он, наверное, еще не дорос до нее. Финты 3, слабые 3, 178 сантиметров, рост правоногий, средняя атака и защита. Удар извне у него, между прочим. Ну, все как обычно. Выводы делайте сами, стоит 2,5 миллиона. Лазар Самаджич. Немец, между прочим. ЦАП ЦП, финты 3, слабые 3, атака и защита средние уровни, рост 184 сантиметра, левоногий. Без талантов, такой среднячочек, прям очень среднячочек, 2,5 миллиона он у нас стоит, вырастет от 65 до 81. Про этого Антони я ничего не нашла, просто посмотрите на него, может быть вам этот человек знаком. Я не знаю, что это за Антони. Это не тот Антони, о котором, наверное, все подумали сначала. Иван... Ну, это испанец. Хайме. Иван Хайме, наверное. 70 минимальный рейтинг, 82. Максимальный ЦАП ФРВ ЛФА. Финты 3, слабые 3. Атака и защита средние уровни. Рост 180 сантиметров, правоногий. Имеет талант и зрелищность и плеймейкер. Завершение, дриблинг, владение, силы, удар, дальний удар неплохие. Ну, бежит плохо. Такой себе. Значит, у него рейтинг 70, максимально 82, и стоит он 4 миллиона 200. Ликвина. Бразилец, ЦАП ЦП, 167 сантиметров, финты 3, слабые 3, средний уровень атаки, защита низкий. Ликвина, минимальный рейтинг 71, максимальный 82. Правоногий. Имеет таланты, дальние удары, плеймейкер на искусственном интеллекте. Ну, здесь хорошие статы достаточно. У них у всех удар головой такой себе. Ну, ребят, нормальные статы, стоят 7 миллионов. Нормально, из Портимонеса. Жезус Феррейра, ЦАП, ФРВ, ЦП, американец. Слушайте, он похож на из Фулхэма чувака, может... Ну, в общем, по геймфейсу он похож на него. Я не помню, как его зовут. Пиши в комментариях, если понял, про кого я говорю. Финты 2, слабые 4, высокий уровень атаки, защиты средний, 173 сантиметров, правоногий, плеймейкер. Владение и завершение неплохие. Ну, тут хорошие статы. Там силу качать, реакцию. Так, у него минимальный рейтинг 71, максимально 83, и стоит он 5,5 миллионов. Играет за Даллас. Этого мотаем. Ну, я не знаю, у него 79 рейтинг. Ну, почти дорос до 80, я вам просто прокручу. Мало ли. Тиаго Альмада. Аргентинец, ЦАП, ЛФА, ПФА. Финты и слабые, по 4 звезды, уровень атаки высокий, защита низкий, 171 сантиметр, правоногий. У него минимальный рейтинг 75 уже, да, и вырастает до 86, имеет 4 таланта, прицельный удар, дальний удар, скоростной дриблинг, плеймейкер. Он за Брюгге играет. Очень хорошие, ребят, статы, очень хорошие. Там прям все в порядке, даже, мне кажется, просто подкачать что-то и бери не хочу. Но 23 миллиона стоит. Да, надо думать. Накаи. Японец. Еще один японец из Реала. Я такого, кстати, не знаю. 61 минимальный рейтинг, 83 максимальный. Цапник. Финты 4, слабые 4. Средний уровень атаки и защиты. 178 сантиметров. Правоногий. Плеймейкер, мастер обводки. Владение. Ну, это печаль, ребята. И стоит он 1 300 000. Кайс Руис Атиль. 66 минимальный рейтинг, 81 максимальный. Марокканец. ЦАП ЦП. Помните такого марокканца Шамах? Ставь лайк, если помнишь. Из Барселоны, да, как нам пишут. Атака и защита средний уровень, финты и слабые по 3 звезды, рост 173 сантиметров, правоногий. Удар извне. Мастер обводки, да. Ну, неплохие статы такие прям. Вот прям для мелкого паренька нормальные. 2 400 000. Пьер Двомо. Бельгиец, 185 сантиметров, ЦАП ЦП, Антверпен, как нам пишут. Финты и слабые по 3 звезды, высокий уровень атаки и средний уровень защиты. Правоногий. 62 минимальный рейтинг, 85 максимальный. Зрелищность, мастер обводки. Тоже все какая-то печаль. 1 200 000. Сиссе Сандра. 63 минимальный рейтинг, 82 максимальный. Бельгиец. ЦАП, ЛП, ЦФД. Тоже Брюгге, как нам пишут. 183 сантиметра. Левоногий, финты, слабая нога, финты 3, слабые 4, атака и защита средние уровни. Ребят, я не понимаю, ну какая-то печаль пошла. Но стоят они 1 200 000. Но это только если раскачивать очень упорно. Молейро.
Испанец. Цапник ЛП ПП. Лас Пальмас, как нам пишут. Финты 3, слабые 3. Атака и защита средние уровни. Рост 169 сантиметров. Правоногий. Этот самый Малейра. 69 минимальный рейтинг, 81 максимальный. Тут, кстати, у него неплохие достаточно статы, но тоже такое себе. 2 миллиона 800 тысяч. Томас Суслов. Словак. 173 сантиметра. Левоногий. Финты 3, слабые 3. Уровень атаки зато и защиты высоченные. 70 минимальный рейтинг, 82 максимальный у этого словака. 5 талантов, ребятушки. Зрелищность, длинные пасы, дальний удар, удар извне и мастер обводки. Кстати, у него здесь завершение хромает. Но, ребят, головой они что-то все плохо играют. 4 миллиона 400 тысяч. Агуйбу Комара из Гвинеи. Цапник ЛФА ПФА. 167 сантиметров. Финты слабые по 3 звезды. Уровень атаки высокий, защиты средний. Левоногий. Комара 65 минимальный рейтинг, 80 максимальный. Мастер обводки. Ой, ну нет, ну какая-то жесть. Ну хотя вот здесь неплохие статы. Ладно, мы посмотрим, сколько он стоит. 2,5 миллиона. Элиот Андерсон, шотландец. 62 минимальный рейтинг, 80 максимальный, 175 сантиметров, финты 2 звезды, слабые 3, правоногий. Уровень атаки высокий, защита средний. Ньюкасл, да? Я бы вообще не стал такого брать, 1,5 миллиона стоит. Хотя они когда раскачиваются, может там все потом зелененькое будет. Но хотелось бы, чтобы хоть какие-то были сразу таланты и зелененькие циферки. Так, Керни Чуквуемека, англичанин, остановила? Ну, я не понимаю, или он перешел. Финты и слабые, финты 4, слабые 3, атака высокий, уровень защиты средний, 183 сантиметра, правоногий. Минимальный рейтинг 64, максимальный 84, имеет талант и зрелищность и мастер обводки, дриблинг, баланс, да. 1 800 000, да, играет в Астон Вилле, ребята. Ну, это просто прикольно, конечно. Джеймс МакЭти из Манчестер Сити парень. 2 на финтах, 3 на слабый. Англичанин 187 сантиметров. Высокий уровень атаки и средний уровень защиты. Минимальный рейтинг этого парня 61, максимальный 81. Ну, нет у него талантов никаких, но я думаю, это какой-то подрастающий крутой чувачок. Хотя, посмотрите, 1 200 000 стоит. Но раскачается. Найл Джон, англичанин из Тоттенхэма, 108 сантиметров, финты 2 звезды, слабые 4, уровень атаки и защиты одинаково средний, правоногий. Вообще печаль. Минимальный рейтинг 61, максимальный 80. Ну, ребят, 1 200 000 стоит, я не знаю, за 800 000 его можно попытаться взять. Шон Макгарк из Лидс Юнайтед, ЦАП ЛП, англичанин, финты 2, слабые 3, атакой высокий уровень защиты средний, такой пушистый чувачок, похож на Бен Амоса. Рост 173 сантиметра. Правоногий. Тоже все какая-то печаль, хотя вот тут более-менее зеленые статы пошли. 61 минимальный рейтинг, 80. Дай-ка я его проверю. 80, я думаю, максимальный. 1 200 000 он стоит. Так, вот этот вот у него 78 максимальный рейтинг. Я так прокручу вам, чтобы вы просто знали. Ганнибал Мичбри. Он у меня в карьере есть, я его все по арендам кидаю, швыряю. Цапник, ЦПшник из Манчестер Юнайтед, Тунис. Финты 3, слабые 3, 182 сантиметра рост, правоногий, высокий уровень атаки и средний уровень защиты. Минимальный рейтинг 62, максимальный 84. Зрелищность. Плеймейкер, удар извне и мастер обводки, ребят. Такие себе статы, прям такие себе, по арендам его гоняю, но может быть у вас он сразу раскачается. Стоит 1 600 000, ну 1 300 000 попробуйте. Иван Саранич, хорват. 185 сантиметров рост, левоногий, финты 4, слабые 4, средний уровень атаки, низкий уровень защиты. Посмотрите на эту прическу, это просто что-то с чем-то. Тут прическа и тут отличаются. Динамо Загреб, как нам пишут, левоногий. Минимальный рейтинг 64, максимальный 82. Прицельный удар, зрелищность, дальний удар. Хорошие статы такие, 50-50, но здесь печальные. Стоит он 2 200 000. Майкл Олис из Кристал Пэлас. Это француз, значит, Микаэль Алисе, как-нибудь так он будет читаться. САП ППЛП, 184 сантиметра рост, финты 4 звезды, слабые 2. Почему он слабые 2? Ну,
Да, наверное, он... Видите, он левоногий, он правый вообще не может бить. Средние атаки и средние защиты. Но посмотрите на статы, вот на эти таланты. Зрелищность, длинные пасы, плеймейкер, удар извне, мастер обводки. Обалдеть. Хорошие статы. Минимальный рейтинг у него 73, максимальный 84. Стоит он 9,5 миллионов, кстати. Гианнис Константелиас. Грек, в общем. ЦАП ПФА из ПАОКа. 174 сантиметра рост, финты 4 слабые, 5. Правоногий, высокий уровень атаки, средний уровень защиты. 64 минимальный рейтинг, 81 максимальный. Мастер обводки. Неплохие тут у него параметры. Но все же хотелось бы получше, но это все раскачивается. 2 миллиона цена. Адам Карабек, чех. ЦАП, ЦП, ЛП. Смотрите, какие универсальные ребята. Финты 3 слабые 3, 185 сантиметра рост, левоногий, высокий уровень атаки, низкий уровень защиты. Минимальный рейтинг 72, максимальный 85. Плеймейкер и мастер обводки. Ну, все на искусственном интеллекте. Да, зелененьких показателей больше, это прекрасно. Стоит 7 миллионов, ребят. В Спарте Прага играет. Марио Стройкенс, бельгиец из Андерлехта, как нам пишут. 177 сантиметров рост, финты 3 слабые 3. Уровень атаки средний, защиты низкий, правоногий. Минимальный рейтинг 60, максимальный 82. Ну, на 12 пунктов. На 22 пункта раскачается, очень круто. Мастер обводки, владение, ну... В общем, я думаю, можно его взять за 1 100 000 вообще. Моран этот, к сожалению, до 79 только раскачается. Хотя, ребят, ну, я вам пробегу вот так. Ну, 79, почти 80. Вдруг вам этот ирландец придется по вкусу. И последний игрок на сегодня это Яри Фершайрен. Яри Фершайрен. Бельгиец, ЦАП, ФА, ЦП, 172 сантиметра рост, правоногий. Финты 4 звезды, слабые 3, высокий уровень атаки и защиты. Минимальный рейтинг 73, максимальный 83. Имеет вот такие таланты этот правоногий бельгиец, как мастер обводки. 1 талант. Неплохие статы, пенальти вот надо качать, завершение. Но тут, посмотрите, видение поля даже у него в плюсе уже. И стоит он 9,5 миллионов. Так, ребят, я сейчас знаете, что сделаю? Я сейчас посмотрю вот этих вот ребяток. Да, у него 80 максимально. И почему у нас Кертис Джонс-то так странно стартовал? 75, ребят, это очень странно, у него там 74. Это какие-то глюки фифы. В общем, такие ребятки... В принципе, у них у многих по 20 пунктов, ребят. Это очень даже неплохо. Отличные статы. Поэтому принимайте к сведению эту информацию. Дальше нас ждут ЦФД, ЛФА, ПФА и ФРВ. Это уже еще через 2,5 месяца где-то. Ставьте свои лайки. Если эта рубрика вам нравится, пишите свои комментарии, каких игроков вы юзали, кто вам нравится, кто вам не подошел совершенно. Я рассчитываю на вашу обратную реакцию, мне это очень важно для развития моего канала. Верю в вас. Всем большое спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Если хотите помочь моему каналу, есть внизу ссылка на Donation и также номер карты, если у вас есть такое желание. Всем пока, болейте. Только футболом, надеюсь, вам понравилась эта рубрика.